Больно? Нисколечко. Продолжим. А теперь? Привет, друзья! Ричард Нортон родился в Австралии 6 января 1950 года. Мальчик всерьез заинтересовался боевыми искусствами еще с 12 лет. Спустя 3 года у него уже был коричневый пояс по дзюдо. На этом парень не остановился. Чуть позже он увлекся бадзюкай-карате и к 17 годам стал обладателем, теперь уже черного пояса. Какое-то время работал охранником в австралийских ночных клубах. Кроме того, Нортон с 1970-го начал активно заниматься дзендокай. В короткие сроки парень добился больших успехов в изучении этого единоборства. Получил 4-й дан и стал шефом-инструктором одновременно в нескольких австралийских школах. Будущий актер также занимался и бразильским джиу-джитсу под руководством мастера Жан-Жака Мачадо. Уже в ранней молодости Ричард Нортон стал самым знаменитым австралийским каратистом. Поэтому, когда в 1973 году в страну приехала легендарная группа Rolling Stones, именно его пригласили стать телохранителем музыкантов. Однако он не только исполнял роль охранника, но и преподавал уроки боевых искусств Мику Джаггеру. Одним из первых, с кем он тренировался, будучи уже в Америке, был Чак Норрис. Они быстро нашли общий язык и стали лучшими друзьями на долгие годы. Именно Чак был свидетелем на свадебной церемонии Ричарда Нортона и Джудит Грин. Кроме того, он первый предложил австралийцу сняться в кино. Так Нортон оказался в числе актеров, занятых в трюковой массовке. В 1980 году Норрис приглашает его сняться вместе с ним в картине «Октагон». Нортон хорошо знал японские боевые искусства, поэтому его взяли на роль главного злодея. Он отлично справился с первой ролью и своим присутствием значительно оживил фильм. Кроме того, он помог режиссеру этой картины профессионально поставить все сцены боев. Фильмы с Ричардом Нортоном быстро завоевали популярность у зрителей, и он заслуженно вошел в число знаменитых актеров-бойцов мира. Нортон принимал участие еще в нескольких лентах с Чаком Норрисом, однако ему хотелось большей самостоятельности. Когда для съемок боевых сцен в Гонконге искали белого актера, умеющего зрелищно драться, свой выбор они остановили именно на Ричарде. После его участия в китайских экшенах с Джеки Чаном, за ним навсегда закрепилась репутация одного из лучших мастеров восточных боевых искусств. В 1972 году на концерте Дэвида Боуи в зрительном зале завязалась драка. Ричарду удалось быстро обезвредить нападавшего здоровяка и сдать его полиции. Однако на следующий день стало известно, что от его удара негодяй умер в больнице. Полицейские по этому поводу не задавали никаких вопросов Нортону. По словам самого актера, его совесть была абсолютно чиста. Похоже, что великолепная репутация телохранителя сыграла в этом деле не последнюю роль. Несмотря на то, что Ричарду Нортону исполнилось уже 70 лет, он активно снимается в кино. Помимо этого, актер еще проводит семинары, на которых он делится своим опытом не только в области боевых искусств, но и в сфере безопасности на правах опытного телохранителя. Его высокий профессионализм не вызывает ни у кого сомнений. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.